Приветствуем вас на канале Раисы Греченко «Дача, сад, огород, цветы». Канал, как всегда, базируется в городе Измаил, а это юг Одесской области и юг Украины. И сегодня мы с вами рассмотрим важную тему агрогороскоп с 16 по 18 сентября 2021 года. Это время растущей Луны в знаке Водолей. Поэтому нам как раз очень хорошо знать, что мы можем не сделать, и, естественно, определиться со своим планом работ на ближайшее время. Это время с четверга по воскресенье. Итак, давайте рассмотрим день, который предшествует именно этим дням Водолея и время перехода знака Луны из знака Козерог в знак Водолей. Напомним, что мы могли сделать в Козероге. Но очень важна здесь информация: до 8 часов 42 минут Луна будет продуктивной, а затем пойдет в спячку до 18 часов 24 минут, до момента перехода в знак Водолей. Поэтому все посевные посадочные работы, о них мы сейчас скажем, нужно сделать до 8 часов. Это вот продуктивное время. Итак, посевы. Какие мы можем провести посевы до 8 часов утра? Это сидираты различные, а также зеленые культуры. Здесь любые зеленые культуры в теплице. Можно на окошке уже лучок и чесночок посадить для получения именно витаминной зелени. Также до 8 часов утра нужно высадить любую рассаду, которую вы запланировали. Не имеет значения, в теплице или вы живете в теплой стране, и у вас погода позволяет, можете высаживать рассаду в открытый грунт. Или же рассаду хотите пересадить комнатных цветов, тоже вот это до 8 часов утра. Идем дальше. В саду до 8 часов утра, именно до 8 утра, можно завершить посадку любых саженцев садовых растений. Абсолютно все саженцы, деревья плодовые, ягодные, декоративные, хвойные, все вот очень хорошо в этот период до 8 часов завершите. Потому что затем идет же Луна без курса и переход в знак Водолей. И очень хорошо, что Луна без курса так вот заранее, для того, чтобы растение подготовилось к периоду легкого прохождения в знаке Водолей. Здесь оно и укоренится хорошо растение, и нормально подготовится к этому сложному периоду. И, естественно, до 8 утра можно нарезать череночки. Для северных регионов это нарезка черенков для того, чтобы их потом использовать пока в холодильник, а потом использовать весной для укоренения или для прививок. А также поливы и подкормки. Это все можно делать. Вот поливы и подкормки можно до 15 часов сделать. И я выписала зеленые операции, обрезка отдельно вот этот пункт. У нас впереди полнолуние, и начинается сожженный путь полнолуния 19-го, буквально через несколько дней. Поэтому, пожалуйста, никаких обрезок, ни зеленых, ни просто даже санитарную обрезку не проводим. Ни в саду, ни в теплице, ни на каких растениях. Пожалуйста, вот это обязательно учтите в своей работе. Полнолуние – это опасно для растений. Я уже показывала, у меня есть видео, чем закончилась обрезка в полнолуние винограда. И не только винограда, и розы одной. Поэтому, пожалуйста, учтите вот этот опыт. Далее, цветы. Это все у нас 16 сентября, это все четверг. Итак, в четверг, еще 16 по цветам, до 8 часов утра можно высадить луковичные цветы весенние. Какие вам нравятся? Пожалуйста, высаживайте. Можно полить и подкормить. Но вот поливы и подкормочки до 15 часов полива и подкормки желательно провести утром. Комнатные цветы до 8 часов продолжайте еще черенковать. Если не закончили черенкование в Козероге, продуктивное время предыдущих дней, пожалуйста, завершите эту работу до 8 часов, полейте и подкормите, особенно сейчас готовящиеся к цветению или цветущие растения. Вот это нужно завершить до 15 часов. Поливы и подкормки. Так вот, поливы до 15 часов, еще раз напоминаю, подкормочки только до 9 часов утра.
потому что растение затем будет занято другими вопросами, будут у растений вопросы решения дыхания, поэтому во время дыхания не подкармливаем, это будет тяжело для растений. Зато вот вопросы сбора урожая. Кстати, квашение капусты до 15 часов прошу учесть записать себе. 16 сентября квасим капусту, яблоки, грибы, ягоды. Кто что хочет квасить, пожалуйста, до 15 часов. Потому что момент перехода уже будет Луны в 18-24 Водолея. Здесь уже период не для квашения. Просто получается сухая и горьковатая продукция. Смысл этого делать, если можно вот успеть до 15 часов. И как раз несколько часов будет для того, чтобы растения, то есть плоды, которые мы заквасили, подготовились к этому прекрасному времени, когда будет идти постепенно, спокойно вот эта закваска. Ну и закладка на хранение очень хорошо. Здесь вы можете до конца суток, потому что далее вот эти дни будет продолжаться вот эта работа. И давайте мы уже наконец-то Водолей рассмотрим. А Водолей у нас уже фактически будет в период 17 и 18. Я сокращу этот период, потому что 2 дня будет все одинаково. И мы рассмотрим вот сейчас 17 пятница и суббота 18. Здесь идет переход ночью в 23:23 Луна в Рыбы, но все работают в световой день, поэтому, пожалуйста, постарайтесь закончить все работы до 18 часов. Это касается вот заготовок, потому что далее переход идет в знак воды. Ну, а эти работы у нас, связанные с посевом посадками, они одинаковые и 17 и 18 сентября. Посевов нет. Это Водолей. Рассаду не высаживаем, тоже в Водолее нельзя это делать. Практически, вообще-то можно, если вам хочется, но вы увидите результат. Ничего хорошего от этого не получится. Мы же высаживаем и сеем для того, чтобы получить хороший урожай, красивые цветы. И, естественно, вот это при посадке вот этой рассады в это время зеленое будет растение, но результата не получите. В саду только защита от вредителей и болезней 17 и 18. Зеленые операции, несмотря на то, что это знак Водолей, впереди у нас сожженный путь полнолуния, у нас полнолуние. Ни в коем случае не проводим никакие обрезки в саду. Кстати, обрезки не только в саду, но и на цветах, и на других растениях. Цветы. Только сбор семян. Эти 2 дня можно собирать семена. Далее, защита от вредителей и от болезней для комнатных цветов. Это будет актуально вот эти 2 дня. Никакие другие работы не проводим уже в этот период. Это опасно для растений Водолея, для цветов. Следующий важный момент – это поливы подкормки. Естественно, в дни стихии воздуха, а Водолей является именно представителем такой стихии, поливы не проводятся. А если поливов нету, тогда и растение не может принять вот эти питательные вещества, которые обычно мы используем для подкормок. Поэтому в этом плане у нас работы нету. Зато очень хорошо можно будет поработать в плане сбора урожая, заготовки различные. Вот это все у нас как раз очень хорошо будет до 18 часов. Собираем урожай. Кстати, лекарственные растения только вершки, то есть те части растений над землей, которые находятся. А уже на убывающей луне мы будем собирать корешки. Так что пока собираем ягодки. Я знаю, в лесу сейчас очень много лекарственных ягод. Собирайте. Ну и все виды заготовок приветствуются в Водолее, кроме квашения. Мы уже об этом с вами говорили. И закладываем на хранение любые. Все, что у вас созрели, какие вы хотите заложить овощи, это может быть и картофель, и свекла, и морковь, яблоки, ягоды какие-то. Пожалуйста, в это время очень все хорошо получится. Ну, а теперь я постараюсь, я так хочу, чтобы и крупнее, чтобы видно было. Вот сейчас мы сделаем вот такой вот ракурс. Мы посмотрим сейчас по дню, который будет последовать после Водолея. Это уже чистые рыбы. Это у нас время подхождения к полнолунию.
А полнолуние у нас будет 21 в 6, полнолуние в 2 часа ночи 56 минут. Поэтому это уже время сожженного пути полнолуния. Посевы не проводим, рассаду тоже не высаживаем. Хотя, казалось бы, Луна будет находиться в знаке Рыбы. Это время не для этих работ. Это время уже нужно для того, чтобы растения и земля спокойно себя чувствовали. Кстати, и вы, пожалуйста, дайте себе отдохнуть. А вот в рыбах, даже несмотря на то, что полнолуние, можно поливать. И частично только при необходимости подкормочки проводить. Но эти подкормки должны быть минимальные, меньше даже половины. И лучше это, если внекорневая подкормка там, где еще зеленые листья и где физиологические процессы в растениях продолжаются. Обрезка никакой, ни в коем случае, ни зеленых операций, ни обрезок. Для цветов поливы и подкормки только актуальны. Ну, естественно, поливы и подкормки для комнатных цветов. Если нельзя было здесь поливать, то здесь можно снова же подкормки тоже. Не увлекайтесь. Это полнолуние. Сожженный путь полнолуния должно быть половина или меньше нормы, которая есть в инструкции. Поливы эффективны, а вот подкормки возможны. Вот я вам делала вот эти подсказки по поводу подкормок, что нужно сделать. Ну и в знаке рыбы, смотрите, в знаке рыбы у нас период затишья наступает. Это время заготовок, сбора урожая. Можно собирать только чтобы покушать, но ни в коем случае не для того, чтобы перерабатывать или делать какие-то заготовки на зиму. Вот. И лекарственные растения, естественно, не квасить, не консервировать, не сушить, не замораживать и тем более закладывать на хранение. В это время бесполезно. Это время стихии воды, и вот эти работы не делаем. А теперь я постараюсь сейчас вот сделать так вот полностью. Учусь, так что вы, пожалуйста, не очень нас... Так вот, чтобы был скриншот. Учимся, как сделать так, чтобы вы могли сразу сделать всю картинку. Вот таким образом. Надеюсь, что будет видно, понятно. Продолжаем изучать этот вопрос, как вот улучшить наше качество подачи материала. И вот в данном случае вот такая у нас сегодня тема. И Раиса Гриченко, Александр Волик подготовили это видео для вас. Надеемся, что вот этот агрогороскоп с четверга по воскресенье, он вам будет для пользы, вы сможете его использовать в полную меру, и, естественно, у вас все будет хорошо. Желаем вам крепкого здоровья, хорошей погоды. Ну и делайте, пожалуйста, заготовки. Уже скоро-скоро снова погода проявит свой характер. Ну, в некоторых регионах уже она очень сильно проявила. Так что у нас впереди очень интересный период резких и похолоданий, и тепла. И все это вместе будет еще сопровождаться не только погодными, но и другими различными интересными явлениями, связанными с Плутоном. Плутон у нас отвечает за землетрясения, за тряску, ну и за различные другие явления на Земле. Поэтому постарайтесь сделать заготовок как можно больше и, естественно, подготовиться к зимовке. Дрова. Помните обязательно еще, кто находится на земле. Ну и сделайте такие запасы воды небольшие, чтобы у вас были. Запасы продуктов у вас есть. Я уверена в вас, что у вас все это есть. И вы нормально вот эту прекрасную зиму пройдете. И мы выйдем с вами на весну и на прекрасное уже лето, в которое мы получим хороший урожай. Прощаемся с вами. Всего самого доброго. До новых встреч на нашем канале.